Приветствую вас, друзья! С вами снова Роман, это игра The Queenfall. Ну что же, пришло время, когда я могу уже сделать видеогайд по этой игре и дать некоторые мои советы и рекомендации новичкам. Именно новичкам, если вы уже играете в эту игру достаточно долгое время и не являетесь новичком, то ничего нового вы в этом видеоролике не узнаете, не увидите. Поэтому повторяю, данное видео называется «Советы для новичков игры The Queenfall». Я имею в виду тех людей, которые вот только-только начали играть в эту игру. Постараюсь дать рекомендации и советы относительно всего того, что я узнал за несколько недель, что я играю в эту игру. Давайте начнем. Сперва первый совет — это если вы еще не начали играть или начали, но далеко не ушли, когда вы создаете своего персонажа, самого первого, то в меню есть окошко, где можно ввести реферальный код. Так вот, рекомендую ввести этот реферальный код. Взять его можно откуда угодно, можете ввести мой. Это даст вам 400 монет донатной валюты. Вот такая вот донатная валюта. Вот они, 400 монет. Обязательно используйте это, потому что в дальнейшем вам понадобится приобретать именно вот за донатную валюту как минимум вот такие вот предметы. Когда вы начнете играть, слотов у вас на складе и слотов у вашего персонажа будет очень мало, и для дальнейшей игры их явно недостаточно. Поэтому придется покупать слот инвентаря, даже, наверное, не один раз, а несколько раз, ну, насколько у вас хватит вот этой валюты. И второй пункт — это слот склада. Ну, ладно, если еще без слот инвентаря там один раз можно, да, улучшить, то вот на складе ячеек вообще катастрофически не хватает. Да, понятно, можно в доме размещать сундуки, но в сундуках отсутствует, когда вы подходите к складу, там есть кнопка переместить те предметы, которые у вас есть в инвентаре, на склад, то есть они сразу компонуются. То есть на складе лежит дерево, и у вас в инвентаре дерево, вы нажимаете эту кнопку, и вот все похожие предметы сразу перемещаются. В сундуки так делать нельзя, поэтому в сундуки надо вот мышкой перетаскивать каждый предмет. А на складе удобно. Нажал кнопку, и у вас сразу, ну, все, что есть в инвентаре, такое же, что есть на складе, переместится, там скомпонуется, состыкается, в общем, удобно. Поэтому слот склада придется по-любому покупать. В общем, 400 монет вам дадут как новичку, и 400 монет вам дадут при вводе реферального кода. В итоге вы получите 800 монет, ну и дальше уже этими 800 монетами распорядитесь, либо возьмете очки склада, либо вот один раз возьмете слот инвентаря. Итак, создали персонажа, начали играть, начинаете проходить задания. Задания в игре простые, и их очень мало. Ну, я бы даже сказал, что в игре заданий как таковых нет. Те задания, которые будут у вас в самом начале игры, это задания, ну, это по сути обучение. Всего их, ну, наверное, может пару десятков, я их не считал, и они все проходятся на одном дыхании, ну, буквально за неделю. За неделю вы проходите все задания, и они просто заканчиваются. Больше, ребятки, в этой игре квестов нет. Последнее задание, да, начинаете вы в Кленовой гавани, потом перемещаетесь в Мидоу, и потом перемещаетесь вот в этот город, как он называется? Курган, да, перемещайтесь в Курган. Но там еще будет сходить в Атолл Теней и сходить в последний город Киниален, вот. И последнее задание — достичь 50 уровня. И все, и квесты кончаются. Повторюсь, это все делается, ну, буквально за неделю. Ну, если уж очень медленно играть, там, заниматься сбором ресурсов, ну, за 2 недели. Я вот это сделал за 2 недели. И все, и дальше квестов больше в игре нет. Открытый мир, и особо заниматься нечем. Но об этом я чуть позже расскажу. Теперь, значит, по советам. Что еще хочу сказать? Блин, много чего хочу сказать. Сейчас все это так. Да, по поводу, сразу скажу, какое оружие выбрать.
Это на ваше усмотрение. Я так понял, что более или менее оно все-таки сбалансировано. Это касательно ПВЕ. Про PvP контент я вообще ничего не знаю. Здесь есть арена, есть PvP канал. Вот, сражаться с другими игроками. Но если вы не, так скажем, дрочер, ноулайфер, да, который живет в играх 24/7, то, скорее всего, в PvP вы будете проигрывать, потому что в данной игре огромное количество фанатов, которые просто живут в этой игре, они играют 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и, понятное дело, у них топовый шмот, все на максимум заточено, все скиллы там улучшены, все на максимум, то есть с такими игроками, ну, понятно, в PvP вы будете проигрывать. Поэтому, если вы не такой вот живущий в игре человек, то, скорее всего, в PvP, ну, особо вам ловить будет нечего. Поэтому про PvE контент. Относительно PvE контента, ну, я думаю, все вот эти оружия более или менее сбалансированы. Которые вам нравятся, тем и играйте. Мы с Индиго выбрали парные топоры, играем ими из-за того, что здесь есть такой пассивный навык, который отхиливает вашего персонажа, так называемый вампиризм. То есть, когда вы деретесь, используете скиллы, просто бьете, за счет вампиризма вы восстанавливаете свое здоровье. Такое здесь есть не у всякого оружия, вот я знаю, у топоров такое точно есть. То есть вы просто лупите мобов и здоровье восстанавливается, вам не нужно пить зелье. Еще такое же есть у арбалета в левой ветке, вот здесь тоже есть вампиризм. То есть как бы стреляете. Да, кстати, лук и арбалет, попробуйте, постреляйте. Арбалет здесь, ну, я бы, наверное, его переименовал в пулемет. Это не арбалет, это пулемет. Ну, он просто стреляет. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну, чистый пулемет. Вот, у него есть вот такой вот тоже есть вампиризм. И еще я видел, ну, большинство играет за кинжалы. И тут тоже мне говорили, есть где-то такой скилл, который дает вампиризм. Вот это вот навык, 1000 ударов, восстанавливаю здоровье равное 100%. Ну, у него есть откат, вампиризма у него тут нету, вот здесь как бы накладывает эффект яда, а вот этот скилл восстанавливает здоровье. Ну, у скилла есть откат. Попробуйте, поиграйте за разные классы, ну, вернее, не классы, разные, используя разное оружие. Каким нравится, тем и играйте. Вот. Это что касается оружия, какое выбрать. Повторюсь, какое нравится, таким и играйте. Так, дальше. Когда вы будете выполнять задание, довольно-таки быстро вы вот с миду вы доберетесь до кургана. Ну, это произойдет буквально в течение недели. Потому что, повторюсь, там задание сходи, принеси, там убей столько-то, но это все делается быстро. Так вот, когда вы доберетесь до кургана, я рекомендую сразу же поставить как минимум свой личный алтарь и клановый алтарь. Накопите 12 миллионов, я скажу, как зарабатывать деньги, довольно-таки просто. Накопите 12 миллионов, создайте собственный клан и поставьте клановый алтарь. Свой личный алтарь поставите, там довольно-таки просто, и клановый поставьте. Именно вот в красном кругу, потому что когда у вас стоят алтари здесь, вы получаете дополнительную прибавку к получаемому опыту. Опыт по крафту, по ремеслу увеличивается на 50%, причем с 2 алтарей, а это все суммируется. То есть один алтарь вам даст 50%, и второй даст тоже 50%, итого 100%. Что касается опыта персонажа, то опыт не суммируется, и даже если у вас 2 алтаря, вы будете получать прибавку все равно в 30%. Суммируется только по ремеслу. Воткните вот в красной зоне 2 алтаря, да, в синей никакой прибавки нет. Не надо здесь строить дома, потому что как бы, ну, тут все могут разрушить, это, ну, PvP регион. Вот, а просто 2 алтаря воткните, и дальше вы будете получать повышенный опыт за ремесло и за прокачку персонажа. Заранее скажу, что как поднятие уровня персонажа здесь довольно-таки геморройное и долгое, так и прокачка ремесла тоже довольно-таки долгое и геморройное занятие. Вообще эта игра, ребятки, гриндилка. Это чистая игра про гринд. Что такое гринд? Выполнение однотонных, рутинных, скучных, унылых, однообразных действий из часа в час, изо дня в день.
Вот если вам такой процесс гринда не нравится, то, скорее всего, ну, вы эту игру покинете там в течение 1 месяца, и вряд ли вы доберетесь даже до 60 уровня. Потому что больше в игре делать нечего, это чистый гринд. Так, дальше идем. Да, я сказал, поставьте алтарь свой личный и клановый. Чтобы создать клан, нужно 12 миллионов. Сразу давайте перейдем к вопросу о том, где взять 12 миллионов. Как зарабатывать деньги в самом начале. Вообще способов заработка денег в игре много. В самом начале, ребятки, скажу про караваны. Потому что, чтобы больше уже к этому не возвращаться, многие пользуются. Что такое караван? Это вы покупаете, ну, берете в аренду там слона, верблюда, там что-то, кто там еще, бык. В одном городе покупаете товар, полностью загружаете, садитесь на слона, там, кого вы там арендовали, верблюда, быка, и везете этот товар в другой город, в другом городе его продаете. Процесс очень долгий и нудный, ну, скажем так, за одну ходку на самом начальном уровне можно заработать где-то 6 миллионов. Это взять в middle груз, караван, и отвезти его на другой конец карты. У меня тут оно не открыто, где-то вот здесь вот город, ну вот на восточной части города, отвезти сюда товар. Времени это занимает 2 часа реального. 2 часа реального времени, вы просто должны сидеть на этом слоне и ехать. Да, тут есть автодвижение, но это 2 часа реального времени. За 2 часа вы заработаете там 6 миллионов. Ну, если вам не скучно сидеть 2 часа, смотреть, как вы едете на слоне, пожалуйста, занимайтесь. Я этим не занимаюсь, это не для меня точно. Теперь, как зарабатывать деньги? В самом начале игры продавайте все, что вы получаете. Вот вы заходите в игру и получаете награды за ежедневный вход. Вот это вот все получаете. Многое для вас будет непонятно, зачем это нужно. И да, еще и вот начало тоже получаете. Предметы для усиления, для крафта, для заточки своего шмота. Вот все такое возможное. На первых порах вот все, что это вы получаете, все продавайте. И не мучайтесь сомнениями, а вдруг мне это в дальнейшем пригодится. Вот такую мысль, а вдруг мне это пригодится, и складировать это, гоните от себя подальше и просто все продавайте. Продавая вот это вот все, вы будете зарабатывать десятки миллионов. И вам точно хватит на создание клана 12 миллионов. Вы скажете, Роман, а вдруг это все-таки в дальнейшем пригодится? Что касается усиления и заточки, здесь в игре система такая, что броня и оружие, и бижутерия вы получаете, ну, по мере роста уровня вашего персонажа. Ну, я начну с 50-го. На 50-м уровне, когда вы пройдете задание последнее, вам выдадут золотой сет, вот такой вот, и золотое оружие. Ну, самое последнее, легендарное оно называется. Да, и бижутерия, по-моему, тоже будет легендарной. Вот. Это на 50-м уровне. И дальше вы сможете сменить эту экипировку только уже на 60-м. То есть вам нужно будет докачаться до 60-го уровня. После 60-го нужно будет докачаться до 75-го. И следующий уровень экипировки это на 75-м уровне. Дальше на 100-м уровне. Так вот, все то, что вы будете получать за ежедневные награды. Да, и еще ходить в подземелье. В подземелье можно ходить одному, ну тут всего 4 штуки. Одному или с другом там как-нибудь. Ну, я в один ходил. И с Индиго, и я один ходил. Вот. Выбираете трудно или очень трудно. Я вот легко и средний вообще не ходил. Здесь можно с самого, ну, первых уровней ходить. И вот то, что вы тут получаете, вот эти всякие камни, там, усиления, вот это вот все прочее, вот это вот все талисманы. Не заморачивайтесь, зачем это надо, да, вдруг пригодится. Продавайте. Вот это все, ходите и все это продавайте. На аукционе. Продавая все это, ну, несколько десятков миллионов вы заработаете, и вам хватит денег на создание собственного клана, а также хватит денег на создание питомцев. Сразу покупайте питомцев, потому что могут они вам не выпасть, скорее всего и не выпадут, а вы покупайте сразу питомцев, вот сбор, да, там
что там, усилитель этот добычи руды, древесины, урожая, охота. Вот это вот все сразу. На питомцев вам точно денег хватит. Эволюционируйте их. С белого до зеленого эволюционировать там надо напихать 5 питомцев любых. С зеленого на синий там 10 питомцев надо напихать. Покупайте на аукционе питомцев и эволюционируйте. То есть, продавая все, вам денег хватит. Теперь возвращаюсь к тому, что а вдруг это пригодится. Так вот, насчет того, пригодится ли это. Вам в самом начале игры уже нужны деньги. Как минимум, чтобы создать свой клан, поставить алтарь, да, чтобы опыт шел. Там, покупать питомцев, ну и всякие там расходники, расходный материал. Там корм для животных, если вы будете там что-то делать, там, не знаю, семена. Если будете прокачивать ремесло, то тоже какие-то крафтовые ресурсы вам будут нужны. Нужны деньги. Вот. Все эти усиления, я не буду сейчас про них говорить, потому что это уже продвинутый уровень, заточка бижутерии, доспехов, оружия, создание из них сетов с бонусами, улучшение их, ну и прочее. Это уже все продвинутые этапы, и этим следует заниматься уже на экипировке, ну как минимум 60 уровня. На экипировке 50 уровня делать это смысла я не вижу, потому что, ну, если вы продолжите играть, то довольно скоро вы возьмете 60 уровень. Соответственно, вся эта экипировка 50 уровня полетит в никуда. Ну, вы ее все просто продадите, сольете на аукцион. Поэтому зачем тратить ресурсы на улучшение, на заточку, на усиление, на создание сетов там бонусов с бонусами? Смысла нет до 60 уровня. Даже некоторые говорят, что и на 60 уровне тоже затачиваться смысла нет, а нужно ждать, ну, хотя бы 75. А вот уже на 75-м все это делать. Поэтому до 60 уровня вам это все не пригодится. И не факт, что вы доиграете до 60 уровня, потому что, ребята, это гринд. Это игра, где больше делать нечего, это один сплошной гринд. Если он вам не нравится, ну, вы до 60-го не дойдете, вы просто эту игру удалите и все. И даже если вам гринд вдруг понравится, и вы будете гриндить, то в дальнейшем у вас уже будут даже не десятки миллионов, а сотни миллионов денег. И опять-таки все эти предметы, которые вы на начальном этапе будете продавать, они опять-таки будут сыпаться, вы также будете их добывать в подземельях, с мобах. В крайнем случае их можно покупать на аукционе, а деньги у вас уже к тому моменту будут, повторюсь, сотни миллионов. Вот. Поэтому не думайте, что пригодится, продавайте. Играйте, продавайте. Если где-то, ну, не знаю, на 60 уровне вы решите остаться в этой игре, ну, тогда там уже не будете продавать, будете это все хранить, копить. Вот. А на первых порах, когда нужны деньги, все продавайте. Еще один способ заработка – это простой. Бегайте по миру и приручаете животных. Я имею в виду домашние животные, коровы, козы, там, курицы, овцы, свиньи. Просто их приручаете и продаете на аукционе. Приручаются они довольно-таки просто, а заработать на них можно. Ну, давайте, я не знаю, где их тут сейчас найдем. Вот фермерские животные. Вот они, видите, по каким ценам продаются. Ну, вот, ну, примерно 120 тысяч. Вот такие вот цены на них. Видите, тут все, курицы, коровы и прочее. А ловить, они натыканы здесь через каждые 100 метров. Вот в любом месте бегаете, через каждые 100 метров корова, там, свинья, курица стоит. Подходите сзади, ловите. Ну, не знаю, за полчаса можно их там наловить больше десятка. Вы все это продадите, ну и у вас уже будет парочку миллионов. То есть это дело вообще не хитрое, ничего не надо. Купили лассо, бегаете их, ловите, приходите, продаете. Говорю, ну, за час можно их наловить и несколько миллионов заработать. По поводу того, как их ловить, сзади подкрадываетесь на корточках, старайтесь подойти как можно ближе, ну, там по опыту разберетесь. Начинается эта мини-игра и тыкаете, когда стрелочка, там пробел нужно попасть. Тоже с опытом придет. Я вначале не попадал, потом приноровился. Учитывайте, что в игре большой пинг, лаги, поэтому там пробел надо нажимать, когда он чуть-чуть еще не доходит до этой стрелочки. Ну, приноровитесь.
приноровитесь. Даже если очень сложно вам это делать, в игре есть зелье, по-моему, и еда, которая это повышает. Ну, сейчас найдем. Облегчает процесс приручения. Вот, например. Облегчает дрессировку животных на 20% в течение 20 минут. Ну вот я такой делал, индигу давал. Сало со свиньи, ставите свинью в огороде. Арендуете огороды, вернее покупаете огороды. Я имею в виду не на своем участке, где алтарь, а в городах. Ставите там животных, вот со свиньи, это барана режете, это животных, яйцо курица, молоко корова, коза, ну картошку выращиваете. И вот такое вот используете, легче будет, бегунок медленнее бегает. И зелье, по-моему, тоже такое есть. Ну, не буду сейчас его искать, по-моему, где-то вроде видел. Облегчающий эликсир, нет? Ну, если не ошибаюсь, вроде был. Да, вот. Ну, здесь тоже все. Это все собирается. Сахар с сахарной свеклы, рыбий жир. Вот рыбий жир я покупал, он дешевый. Вот. Легче будет. Так что вот еще один способ заработка, это вот этих вот животных ловить и продавать, тоже миллиончики будете поднимать. Что я не рекомендую продавать, это те ресурсы, которые вы будете добывать. Потому что если вдруг вы захотите прокачивать ремесло когда-нибудь, вот, с ресурсами, ресурсы нужно бегать собирать. Какие-то покупать, если самому лень бегать. Вот ресурсы не продавайте, ресурсы складируйте. Все остальное все продавайте. Так, что еще? Какие советы? Ну, про алтари я сказал, опыт будет идти. Вот в городе вот это вот поле купили, дом купил. Да, станки, если поставили, можете заниматься ремеслом, крафтом. Ремесло прокачивается очень долго. Бегаете, собираете. Я пользовался интерактивной картой. Есть в интернете интерактивная карта, где отображены все ресурсы, но маленькая часть карты. То есть там ресурсы где-то, ну вот где-то вот до сюда. Правой части уже нет. Но ставите метки, где вы что собираете. На первых порах нужен сладкий корень, потому что с него выпадает волокно. А волокно нужно, чтобы сделать эликсир мастера. Да, я вам рекомендую, кстати, делать эликсир мастера. Вот он. И когда вы занимаетесь сбором или там крафтом, использовать вот этот эликсир, прибавляет еще 10% к опыту профессии на 30 минут. И эти эликсиры, кстати, можно продавать. Я последнюю партию продал, каждый эликсирчик у меня по 127 тысяч уходил. Здесь все, ну, просто. Соленая вода — это в океане вы набираете. Животных, если режете, вот этого будет навалом. Листья конопли, с конопли собираете, можно купить, они дешевые. Вот эти вот волокна сладкого корня, они выпадают с вот этого сладкокорень, вот, с него выпадает, но плохо выпадает, поэтому я их покупал. Дальше, вот это вот сухожилие берете с кроликов, когда вы будете качать охоту, качаете, она на всех животных качается одинаково. Я думал, что сперва, чем выше уровень животного, там, скажем, ну, медведи, на них больше опыта и будет, чем на кроликах. Не, одинаково. Так вот, на кроликах качайтесь, потому что кролики дают сразу 3 ресурса. Мясо, вот оно, вот это вот мясо, шерсть и, ну, кожа, и вот это вот сухожилие, которое здесь нужно. И также лягушек убивайте сперва, они дают ядовитую железу. Потом, когда прокачаетесь, убивайте этих змей. Со змей вот эта ядовитая железа побольше падает. Как они там называются? Она не черная мама, а вот крысиная змея, она вот, с нее еще падает. Тут же делаете такие предметы, как вот ярость охотника, скорость снятия шкур увеличивается. Но это все добывается. Вот. Видите, почему нужно кроликов? Тут тоже сухожилие, железа. Это с конопли. Рыбий жир я покупал на аукционе. Рыбалкой не занимался. Ну, мясо само падает с животных. Воду в океане набираете. И еще полевую смесь я делал. Увеличивает семена с огорода. То есть
когда вы занимаетесь сбором, вам попадают семена, сажаете семена, собираете, и больше семян будет с помощью вот этого вот штуковины. Это все с лилии собирается. Вот видите, тут тоже нужны эти волокна сладкого корня. Сейчас я вам покажу. В принципе, с ним проблем нет. Вот около этого города, рунный курган, вот здесь вот на юге я качал охоту, кроликов резал. Лягушки, ну тут они отмечены, вот около озера и вот тут около реки. Змеи, вот они, крысиные змеи, вот тут. Сладкий корень, вот здесь прямо около города сладкий корень, вот тут вот он есть. И вот здесь вот на этом поле, вообще это поле такое хорошее, вот он сладкий корень, вот сладкий корень. Вот, и здесь железо, видите, сладкий корень. Вот тут вот еще серебро, потом вот здесь сладкий корень около заливчика, здесь медь. И нужно будет очень много угля, потому что если вы будете прокачивать кузнечное дело, сперва вам только нужно железо, медь, а потом понадобится бронза и сталь, а она делается уже с использованием угля. Можно уголь получить переработкой древесины, но там с 1000 древесины всего 100 угля будет. А 1000 древесины нарубать, ну это, блин, тот еще геморрой, опять-таки, гринд. Поэтому проще уголь собирать. Я собирал вот здесь вот 2 кучки угля, потом вот здесь около дороги 2 кучки угля, и вот здесь, где уголь и корень, сладкокорень, вот здесь вот я уголь собирал. Ну и плюс еще дерево рубил. Вот, ресурсы ходите, собираете, прокачиваете себе ремесло. Так, что еще? Да, по поводу аукциона. Вот эти вот волокна, да, например, покупать. Я рекомендую волокна и книжки вот для этого дела, вот, видите, улучшать. Вот эти вот нужны книжки. Сюда вот тыкаете. Вот, и вам нужны вот такие книжки. На аукционе все покупал. Я рекомендую вам, ребятки, покупать их не напрямую, а путем выставления отложенного ордера на покупку. Так, вот давайте на волокне я покажу. Волокна. Как там, сладкого корня, что ли? Да, вот, волокна сладкого корня. Ну, те, кто в своей жизни когда-нибудь занимался торговлей на бирже, на валютном рынке, на товарно-сырьевом рынке торговал фьючерсными контрактами, там, либо торговал на фондовом рынке акциями, знают, что такое отложенные ордера. Ну, для тех, кто этим не занимался, скажу, что это такое. В данном случае в игре вы выставляете ордер на покупку. Ну, давайте на примере покажу. Вот смотрите, например, волокна сладкого корня, да? Вот минимальная, да, забыл сказать, как продавать предметы. Понятно, вы находите, вот, например, выпало вам что-то, да? Вы вбиваете здесь, находите, что это там, ну, колечко там, или какой-нибудь камень, усиление, или там свиток, что-нибудь такое. Смотрите, какая цена минимальная, и ставите чуть-чуть дешевле. Не завышайте, ставьте чуть-чуть дешевле, и так вы быстрее все это будете продавать. Так вот, например, я хочу купить волокна сладкого корня, да, видите, вот продается минимальное 25 тысяч. Делайте вот как. Не покупайте, а делайте, ставьте ордер на покупку. Вот, например, выставляем вот так вот ордер на покупку. Что это значит? Когда вы выставляете этот ордер, и если какой-нибудь игрок в игре, да, кстати, аукцион на сервере на все каналы действует. Если какой-то игрок выставит по этой цене, вот которую вы здесь поставите, или дешевле, то аукцион автоматически совершит этот ордер, совершит покупку. И вам купленный товар попадет вот сюда, на склад аукциона. Даже когда вы вне игры, вы потом зайдете в игру и вот здесь его заберете. Вот смотрите, пример со сладким корнем. Он там сейчас продается минимум, вот видите, 25 тысяч. Я его, например, хочу купить дешевле. Значит, делаем ордер, смотрим. Вот здесь количество заказов, ну это как на фондовом рынке, вот акциями кто торговал. Сколько заявок на покупку, видите, и по какой цене. Вот в данном случае самая высокая цена, кто-то выставил, покупает этот корень по 18 100. И ему надо 486 единиц. То есть теперь, когда игроки будут выставлять на продажу вот этот предмет по 18 100 или дешевле, будут исполняться ордера вот этого игрока. Когда они все исполнятся, перейдут к следующему игроку, вот по 50 штук по 18.
и так далее. То есть вы таким образом экономите деньги. То есть вы хотите купить сладкий корень и покупаете не по той цене, которая им продается, вот сейчас 25 тысяч, а вот 18100 я ставлю 18150. То есть я перебиваю эту цену. Ну, давайте для примера, не знаю, 20 штук возьмем. И ставим, ну, на какое количество дней. Ну, давайте, например, вот на 2 дня поставим. Больше не надо. Залоговая стоимость. Это залог сразу списывается с вашего счета. Вот сейчас, если я нажму ордер на покупку, сразу с меня эти деньги спишутся, они попадают как бы, ну, сюда вот на аукцион. И дальше, когда игрок будет какой-нибудь выставлять, эти деньги будут тратиться, расходоваться на приобретение вот этого предмета. Вот что такое ордер на покупку. То есть здесь 18100, я вот перебил его ставку 18150, ордер на покупку. Все. У меня ордер выставлен, и он работает даже когда меня нет в игре. Я могу из игры выйти, и это будет работать. То есть сейчас какой-нибудь игрок, ну, будет выставлять ордера, да, ну, именно вот по этой цене. Понятно, что вот эти вот, которые 25, 26, они, понятно, ну, большие цены, они не сработают. Мой ордер не сработает. А вот если кто-то выставит, ну, не знаю, может, какой-нибудь новичок там, да, насобирал, и он не знает, сколько стоит волокна, он там выставит, там, скажем, ну, по 10 тысяч. Будут срабатывать мои ордера. Вот, таким образом. И книги. Ну, вообще, все товары, вот какие вы хотите. Вот, например, медь я покупал, да. Ну, вот, например, давайте возьмем на примере еще угля. Уголь дорогой. А его нужно много. Вот, например, видите, уголь продают, ну, вот 4200. А здесь ордера вон стоят аж 4500. По идее, те... Ну, кто выставлял по 4200, они должны были уходить, но почему-то они не ушли. Может быть, я чего-то недопонимаю, но вот почему-то стоят. Хотя ордера тут стоят вон на 4500. Ну, смысла нет, можно и так дешевле купить. Ну, давайте тогда, что мне еще надо? Ну, вот книга умений мне нужен на топоры. Вот, парные топоры. Минимальная цена 20 тысяч. Делаем сюда. Смотрим. Я, кстати, вот так книжки зеленые понакупал себе на топоры. Значит, она сейчас, книжечка 20 тысяч, да? Игрок выставил по 10. Значит, я выставляю, ну, скажем, по 10 500. Ну, скажем, 20 книжек на 2 дня. И сразу денежки сейчас с меня спишутся. Вот это 210, залоговая сумма. Оп. И все. И теперь, если игрок будет выставлять какой-нибудь, ну вот по этой цене или дешевле, будет срабатывать мой ордер и все попадать сюда. Пользуйтесь. Я таким образом сэкономил, ну, огромное количество денег. Медь я так покупал, книжки покупал вот на топоры, волокна те же самые так вот покупал. Так что вот этими ордерами пользуйтесь. Не на все эти ордера работают, например, на питомцев они не работают, по-моему, на лошадей не работают. Давайте посмотрим. Лошадей продавать, кстати, невыгодно, они дешевые. Лошади вообще, ну, вон, видите, по 1000. Питомцы, по-моему, с питомцами тоже это не... Да, видите, ордер здесь не горит, не работает. Так, что еще? Еще один момент тоже надо было, наверное, мне в самом начале об этом сказать. Ну, забыл, скажу сейчас. Если вы никогда не играли в игру Black Desert, которая вышла в 2016 году, в 2015 состоялся тест, открытый бета-тест, а в 2016 в январе она уже вышла. Вот если вы никогда не играли в игру Black Desert, а только начали играть в The Queenfall, ну, послушайте моего совета. Временно удалите Queenfall, поставьте Black Desert и попробуйте играть в Black Desert. По сути, The Queenfall это копия, вернее попытка скопировать игру Black Desert. Но контента в игре Black Desert в разы больше, чем The Queenfall. И она гораздо интереснее. Поэтому, если никогда не играли в Black Desert, начните играть в Black Desert. Потому что, ну, Queenfall копия, но урезанная. То есть здесь от всего контента, который есть в Black Desert, ну, процентов, наверное,
20, не больше. Вот, вы скажете, Рома, на что сам не играть в Black Desert? Я в Black Desert отыграл 2 года, с 2016 по 2018. Причем целый год я играл, вообще не занимаясь гриндом. Black Desert это тоже гринделка, тоже игра про гринд, но там огромное количество заданий, огромное количество квестов и огромный морской контент. Я целый год отыграл, выполняя задания и, ну, занимаясь разными вещами, исключая гринд. Гринд начался только через год. Вот. А сейчас я не играю в Black Desert, потому что, ну, неинтересно по второму разу начинать и выполнять все то же самое задание, по тем же самым локациям бегать. Поэтому я вот играю в The Queenful. А те, кто не играл в Black Desert, играйте в Black Desert. Гораздо интереснее, насыщеннее, проработаннее, ну, гораздо лучше, в разы контента больше. Здесь The Queenful, как я уже говорил, игра про гринд. По сути, в игре делать нечего уже где-то после 2 недель игры. То есть поначалу в подземелье вы сходите, ну, раз-два интересно, потом уже скучно. Ну, на мировых боссов сходите. Выполните все задания. Поплаваете в море, там построите корабль. Сходите на PvP арену. Попутешествуете, пособираете, ремеслом чуть-чуть позанимаетесь, где-то покачаетесь. Но потом в игре, вот вы заходите в игру, и 2 пути относительно PvE контента. Либо вы гриндите, качая своего персонажа вот на этих вот мобов, то есть просто заходите, приходите туда, вступаете в группу и бегаете по кругу, убиваете мобов, прокачивая своего персонажа. Процесс очень долгий, нудный и неинтересный. То есть либо этим заниматься, гринд, и второй это гринд ремесла. Бегаете, собираете ресурсы, возвращаетесь домой, перерабатываете их, крафтите. И все. Больше, повторюсь, заниматься нечем. Караваны, ну, я вам объяснил, да, 2 часа ехать. Нет. На арену, ну, если интересно, походите. И все. Никаких больше заданий, никаких особых ивентов нету. Только этим заниматься в игре The Queenful. Гриндом. Сплошной гринд. Причем я скажу, что, например, в Black Desert этот гринд в какой-то мере обоснован, здесь же нет. То есть, например, если меня кто-то спросит, Роман, а зачем прокачивать персонажа? Ну, чем отличается персонаж, скажем, 50 уровня, 60, 75, то, ну, понятно, что он сильнее, то конкретного ответа, а зачем это делать, нету. Потому что здесь нет контента, который доступен, ну, на высоких уровнях. То есть вам в самом начале открыта вся карта, вы можете путешествовать хоть на 50 уровне, хоть на 10 уровне, по всей карте можете путешествовать. Животные примерно все одинаковые, то есть нету такого, что вы там пришли куда-то в какую-то локацию, там животные такие супер-мега, и они вас рвут. Нет, животные все одинаковые, ну, мобы разного уровня мобы, вот, а вся локация доступна. Поэтому я не вижу цели, а зачем прокачивать свои персонажи? То есть, что мне откроется, скажем, на 60 уровне, или на 75, или на 100, то, чего сейчас не открыто. Здесь такого нет. Вот в Black Desert там это обосновано, там это есть. Там, потому что заданий очень большое количество, вы приходите в новую локацию, и там нужен уровень вашего персонажа, чтобы выполнять те задания. Здесь заданий нет, карта вся открыта, хоть на 10 уровне везде путешествуйте. Поэтому зачем прокачивать своего персонажа? У меня ответа нет. Ну, понятно, чтобы стать сильнее, а вопрос, а зачем себя стать сильнее? Там, чтобы лучшую броню, лучшее оружие, а зачем это делать? Если в PvP, да, есть смысл. Но тоже, какой смысл, если вы идете в арену, там подбираются игроки вашего уровня. То есть я могу PvP-шиться и на 50 уровне, потому что там будут игроки с 50 по 60. Прокачаю персонажа до 60, ну, пойду на арену, там будут 60 по 70. То есть нету смысла прокачивать свои персонажи. То есть нету контента, который доступен именно на последних уровнях. Поэтому вот такой момент. Относительно крафта ремесла, тоже, если спросят, а зачем прокачивать ремесло, тоже такого нет ответа. Ну вот, например, в игре Pax Day, да, там особо ничего, шмот не падает, аукциона нет, то есть вы носите только то, что вы скрафтили. Или, например, Mortal Online, да, 2. То есть вот что вы скрафтили, то вы и носите, и больше нет куда взять. Ну, в Mortal Online, ладно, там аукцион есть, можно купить. Вот, в Pax Day нет аукциона. То есть что сделали, то и носите. Здесь абсолютно все, абсолютно почти все
что крафтится, выбивается с мобов, в подземельях, с мобов. Поэтому тоже смысл прокачивать ремесло, которое очень сильно долго это все прокачивать, тоже я не вижу в этом смысла, потому что абсолютно все это вот, ну вот это все с мобов падает. Вот доспехи, например, да, оружие. Ремеслом вообще можно не заниматься. Доспехи, оружие, бижутерия, все это падает с мобов, даже если вы не занимаетесь ремеслом и будете просто ходить качаться, в любом случае на вас как минимум будет фиолетовый сет, фиолетовые вещи. А повезет даже и золотые выбить с мобов. Поэтому тоже особого смысла в прокачке ремесла я не вижу. Ну нет такой уникальности, что больше неоткуда взять, как только самому создать. Нет, все с мобов падает. Зелья можно купить. Насчет, по-моему, зелья, я не знаю, падают или не падают. Что-то не припомню. Вроде бы тоже падают зелья. Вот. В крайнем случае, если что-то не падает, то это можно купить. Поэтому заниматься прокачкой ремесла тоже процесс долгий, нудный, геморройный, скучный, неинтересный. Тоже особого смысла я в этом не вижу. Кстати, по-моему, в Black Desert я и не занимался ремеслом, хотя оно там есть. Потому что, тоже там в этом смысла не было. Все с мобов падало. И за задание давалось. Вот так вот. Поэтому заранее скажу, что через 2 недели, когда вы выполните там обучающие задания, возьмете 50 уровень, и собственно все. Как бы игра, скорее всего, для вас закончится, либо перейдет в стадию задротства, когда вы заходите в игру, а чем заниматься? Либо идти мобов бить по кругу, либо бегать, собирать ресурсы, их перерабатывать, крафтить тонны там щитов. Я кузнечное ремесло качаю, там эти сотни этих щитов крафчу, потом их перерабатываю, чтобы хоть часть ресурсов вернуть, снова их крафчу. Либо вот этим заниматься. И, собственно, все. Да, есть строительство. То есть, если вы, например, сделали здесь, построили домик, тоже это, наверное, неделя. Насобирали ресурсы, построили домик, огородик, животных, и все. И больше, ребятки, в игре делать нечего. Жуткий и страшный гринд вас ожидает в этой игре. Будьте к этому готовы. Если уже начали играть, поиграйте недельки 2, посмотрите, поразбирайтесь. Когда вы упретесь вот в эту стену гринда, в которую я пока еще не уперся, но в ближайшем времени я в нее упрусь, мне еще все-таки интересно, я тут не везде попутешествовал, карту открыть, вот видите, тут тоже это интересно, попутешествовать. Хотя, тут не как в Enshrouded, таких скрытных мест, там каких-то потайных комнат, ничего такого нет. Все стандартно натыкано, животные одинаковые, натыканные везде. Сундучки в лесах тоже все одинаково натыканы. Ничего такого уникального и интересного нет. Мобы, животные, сундучки. Вот. Еще попутешествуем. Попутешествуем, походим. На мировых мы еще не ходили. Вот. Пока есть заняться. Но когда упрусь в стену гринда, когда заходишь в игру и заниматься нечем, скорее всего, мои приключения в The Cluneful закончатся, равно как закончатся они и у вас. Потому что, зачем заниматься скучными, однообразными, рутинными действиями в этой игре, когда, можно пойти в другую игру, там, проходить, выполнять задания, какие-то цели, достижения, что-то интересное, история какая-то там. Вот. Здесь ничего этого нет. Может, в дальнейшем появится, но пока нет. Пока это сплошной гринд. Выполнение однообразных рутинных действий. И без особой цели. Как я сказал, то есть зачем поднимать уровень своего персонажа? Я не вижу, чем отличается, скажем, я 52-й, да, и человек там несколько месяцев гриндит, и например, он 72-й. Или там 82-й. Карта вся доступна, мобы все те же, животные те же, в подземелье все то же самое. В чем смысл? Для PvP, для PvP тоже смысла нет, потому что если вы идете на арену, то там, соответствие вам подбирают вашего уровня. Вот. Если что-нибудь я упустил, прошу прощения. Вроде бы все, что хотел сказать, сказал, но повторюсь, может быть, что-то упустил. Тогда оставляйте в комментариях вопросы, я на них
отвечу. Вот такие вот советы для тех, кто начинает играть в игру The Queenfall от Романа. На этом все. Благодарю за внимание. Ну и до новых встреч. Мы еще с Индиго поиграем, попутешествуем. Видеоролики из этой игры еще будут.